Знакомьтесь, это Panzer 58 МУЦ. Зверь, который вырвался на волю. Хищник, призвание которого — добывать кредиты. Швейцарский танк с немецким паспортом. Можно по-разному относиться к премиум-технике, но одно бесспорно. Танк притягивает взгляды и заставляет обернуться. Причина тому — уникальный камуфляж. Этого красавца нет больше ни на одной машине. Нет и не будет. Но чем хорош новый прем, кроме камуфляжа? И вообще хорош ли? Сейчас и проверим. МУЦ далеко не ариец, он полукровка. Детище швейцарских инженеров унаследовало как немецкие, так и французские черты. Одни называют его близнецом Индиан Панцера, другие — альтернативой CDC. Именно с этими танками мы и сравним новичка. Начнем с бронирования. Многие немецкие машины славятся своей броней. Что-что, а танковать на них одно удовольствие. И речь не только о тяжелой бронетехнике. Средние танки тоже хороши. Но это не о нем. 90 мм во лбу корпуса и 120 во лбу башни в разы больше, чем у CDC, и немного лучше, чем у индейца. Но этого явно мало, чтобы танковать против серьезных врагов. Тем не менее, такая броня способна защитить от фугаса КВ-2, чем CDC похвастать не может. Главное — не подставлять сопернику бока и корму. Они у танка почти такие же картонные, как у француза. Несмотря на слабое бронирование, стрелять из-за холмов на новом панцире удобно. Причина тому — великолепные углы вертикальной наводки — 10 градусов вниз и 25 вверх. С такими углами можно и огород вспахать, и по воробьям пострелять. Впрочем, конкуренты в этом практически не уступают. Орудия у танков очень похожи. У новичка немного хуже точность и перезарядка, но зато хорошая скорость сведения. Средний урон за выстрел у трех машин одинаковый — 240 хп. Показатели бронепробиваемости также идентичны. 212 мм пробития базовым снарядом. Это очень хорошо для СТ 8 уровня, и этого вполне достаточно, чтобы выполнять главную функцию премиум-танка — зарабатывать кредиты. С таким пробитием использовать премиум-снаряды придется лишь в крайних случаях. А стоимость бронебойных к МУЦу всего 300 кредитов за штуку. Что касается динамики, то, конечно, CDC тут вне конкуренции. Но он исключение. Сверхбыстрое, сверхтонкое и сверхбольшое исключение из правил. Нередко 1200 лошадок под капотом играют с ним злую шутку. Многие танкисты забывают об отсутствии брони и становятся жертвами скорости француза. Мощность новичка в 2 раза меньше — 600 лошадиных сил. На первый взгляд немного, но благодаря небольшой массе удельная мощность танка одна из лучших среди одноклассников — почти 17 лошадок на тонну. Поэтому максимальные 50 км в час машина набирает очень быстро. Из оборудования мы рекомендуем ставить досылатель, стабилизатор и оптику. Это улучшит стрельбу, а также увеличит стандартный обзор в 380 метров. Но можно поставить и вентиляцию. Новый «Панцер» получил в игре немецкую прописку, а значит, в танк можно посадить опытный немецкий экипаж. Другая, небольшая, но приятная мелочь от разработчиков — бонус к маскировке. Заполучив этот танк, не придется тратиться на покупку 3 камуфляжей. Он у «Панцера» один и одинаково хорошо маскирует машину на карте любого типа. С характеристиками разобрались, про камуфляж и оборудование рассказали. Но как же играть на этом танке? Все очень просто, если соблюдать несколько правил. Первое. Не лезьте на рожон, броня не располагает. Второе. Используйте ландшафт, углы вертикальной наводки позволяют. Третье. Не ленитесь бегать по карте и менять позиции, динамики хватает. И еще одно. Не злоупотребляйте премиум-снарядами. В большинстве случаев хватит бронебойных. Придерживайтесь простых советов, и этот зверь будет исправно возвращаться из боя с хорошей добычей. На этом все. Играйте на МУЦе и получайте от игры не только удовольствие, но и кредиты.